Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Gentle Giant. Группы ни на кого не похожей, в своем роде даже гениальной, сложной и техничной порой до исступления, но в то же время излучающей какую-то по-детски светлую восторженность. Основатели команды – мастера игры на разных инструментах. Братья шотландско-еврейского происхождения Фил, Дерек и Рэй Шульманы. Мальчики росли в музыкальной семье. Их отец был профессиональным джазменом, поэтому на музыкальных инструментах они начали играть еще до того, как научились читать и писать. К 7 годам Рэй освоил фортепиано и скрипку, а Фил и Дерек играли на саксофоне. В начале 60-х братья расширили свой инструментарий и основали ритм-блюз-группу в честь знаменитого блюзмена Хаулина Вульфа. И, кстати, некоторое время клавишником коллектива был никому еще тогда неизвестный Элтон Джон. Первый успех пришел к музыкантам, когда они сменили название на Simon Dupree and the Big Sound. И неожиданно для самих музыкантов в 1967 году выстрелил их сингл, попавший в британский топ-10. Но Шульманы были не слишком довольны свалившейся на них популярностью и статусом поп-группы. В 1969 году проект был свернут. Все это было лишь подготовкой к встрече с ним, нежным великаном. Обстоятельства встречи подробно описаны прямо на конверте дебютного альбома продюсером Тони Висконти. Дело было так. Однажды нежный великан услышал странный шум. Пошел разузнать, что происходит. В окрестностях Портсмута он встретил банду музыкантов, которые играли музыку не менее приятную, чем раскаты грома. Конечно, великан и эти ребята подружились и даже сделали совместную фотографию с верхушки дерева, которая и украсила обложку альбома. С этого и началась история группы Gentle Giant. От музыки, которой одни млеют и приходят в восторг, а другие быстро устают, злятся или вообще хотят выброситься с балкона. В то время братья Шульманы пустились во все тяжкие. Дерек взялся за саксофон и блокфлейту, Рэй за бас и скрипку, Фил за саксофон, трубу и кларнет. Компанию им составили Гэри Грин на гитаре и мандолине, Керри Миньяр на клавишных, вибрафоне и виолончели, а также барабанщик Мартин Смит. Кстати, Миньяр и вовсе был выпускником Королевского музыкального колледжа со степенью композитора. Даже по стандартам прогрессивного рока музыка группы считалась головоломной. Музыканты закручивали в своих сочинениях элементы фолка, соула, джаза и классики. Их влияния выходили далеко за рамки романтизма, охватывая средневековье, барокко, модернизм, древние мифы и сложные философские концепции. На одном из их альбомов указаны аж 46 инструментов, на которых играли все по очереди. 5 из 6 при этом пели, справляясь со сложными вокальными гармониями. Понятно, что хитов с таким раскладом не получишь, но поначалу ребят это и не заботило. В 1971 году вышел второй альбом, гораздо более амбициозный и экспериментальный, чем дебют. Текст на обложке гласил: «Наша цель – расширить границы современной музыки, рискуя оказаться непопулярными. Мы записывали каждую композицию с одной мыслью. Она должна быть уникальной, смелой и увлекательной». Однако релиз вновь потерпел неудачу, и группа оказалась на грани расторжения контракта с лейблом. Кроме того, обложка этого альбома вызвала горячие споры и весьма неоднозначные оценки как поклонников группы, так и критиков. Настолько невозможно было определиться с ее интерпретацией, что впоследствии, в 2005 году, она была включена в список
худших кавер-артов всех времен по версии американского электронного журнала Pitchfork Media, посвященного музыкальной критике. Что же вызвало в оформлении подобную реакцию? На первый беглый взгляд все весьма пристойно. На черном фоне огромный ярко-красный язык, высунутый из приоткрытого рта, на нем витиеватые буквы названия группы, но вот ниже, вниз по языку скользят очень натуралистично изображенные капли слюны, одна из которых уже готова сорваться с его кончика и встретиться с чем-то округлым телесного цвета, разделенным на две половинки. Известно, что каждый думает, слышит и видит в меру своей испорченности. И одна деталь, ускользающая от внимания в самом начале знакомства с обложкой, позволяет вернуть все на круги своя. Название альбома, набранное такими же витиеватыми, словно растущими зелеными буквами, аккуратно огибает половинки, а если принять во внимание, что изначально обложка должна была раскрываться на две части, то все встает на свои места. Разворот альбома в вертикальном формате дает нам возможность насладиться тонкостью и изяществом данной шутки. Название превращается в стилизованные листики, а перед нами уже не две ягодицы, а один полноценный фрукт, истекающий соком. Для усиления эффекта в него даже воткнут нож. Что же произошло? Почему взгляд на вполне пристойное художественное оформление стал таким однобоким? Все просто. Дело в том, что гейтфолды, являющиеся фирменной одеждой винила с дизайнерским оформлением, при тиражировании чаще всего теряют разворот и становятся привычными нам одинарными конвертами, где невозможно полноценно повторить задумку художника. Именно это и произошло с альбомом. Из-за творческих разногласий Смита на посту барабанщика сменил Мальком Мортимер, с которым группа записала альбом 1972 года. Коллектив решает, что следующую пластинку музыканты будут продюсировать сами, и это оказалось верным шагом. Концептуальная работа была основана на истории трех друзей, которые проходят путь взросления, постепенно теряя способность общаться друг с другом. Альбом получился более цельным по звучанию и даже вызвал интерес в Штатах, что и спасло группу. В марте 1972-го Мальком Мортимер попал в аварию на мотоцикле. Чтобы не отставать от графика, группа наняла вместо него валлийского барабанщика Джона Уэзерса, который тоже оказался не лыком шит, с легкостью брал на себя вокальные партии, играл на перкуссии и гитаре. Работа, вышедшая в 1972-м, продемонстрировала окончательно сформировавшееся звучание коллектива. Пластинку нередко называют в числе лучших работ в прог-роке, и она открыла для группы золотой период. Успех позволил группе вложиться в концертные шоу, которые становились все более впечатляющими. Правда, концертная жизнь заставила музыкантов понервничать. К примеру, во время выступлений в качестве разогрева перед Black Sabbath фанаты Оззи буквально сгоняли со сцены этих умников с их скрипками и виолончелями. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме.
Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Из-за гастрольных стрессов Фил Шульман покинул группу. Он постоянно ссорился со своими братьями и вообще стремился воссоединиться с женой и ребенком и стать, наконец, нормальным человеком. Фил больше не вернулся в группу. Он вообще несколько лет не мог слушать музыку. Лишившись участника, группа двинулась к новым свершениям. В составе квинтета Gentle Giant записали еще 2 концептуальных альбома. Альбом 1973 года был назван по афоризму о стеклянных домах, а альбом 1974 года исследовал темы продажности и разрушающего воздействия власти. Этот альбом стал настоящим коммерческим прорывом для группы. Она пробилась в 100 Billboard. Впоследствии гитарист Гэри Грин отзывался об этой работе как о сильнейшей в дискографии группы. Однако под давлением лейбла группа пошла по пути относительного упрощения своей музыки, чтобы охватить более широкую аудиторию. Ну, как упрощение. Gentle Giant по-прежнему играли куда витиеватее и психоделичнее коллег по сцене. Альбом 75-го, записанный с сильным джазовым акцентом, стал самым успешным в коммерческом плане. Работа достигла 48-й позиции в США, что указало путь к большей коммерциализации. Но успех сыграл с группой злую шутку. Музыканты попытались адаптировать свою музыку для более широкой аудитории, сделав ее более мелодичной и понятной. В следующей пластинке музыканты высмеяли глупые маркетинговые потуги шоу-бизнеса. Но что-то пошло не так. Несмотря на сатирический тон, Gentle Giant сами постепенно вливались в большую индустрию, теряя в оригинальности и художественной целостности. В 1977 году группа выпускает пластинку The Missing Piece, которая продолжила крен в сторону более коммерческого звучания. Этот ход помог пластинке попасть в Billboard Top 100, но при этом разочаровал многих старых поклонников. Следующая пластинка, вышедшая в 1978-м, вообще была откровенным скатыванием в поп-рок, что окончательно разочаровало фанатов группы. При этом альбом не содержал никаких хит-синглов для широкой аудитории и пролетел мимо чартов. После этого группа взяла небольшой перерыв в своем творчестве для осмысления ситуации. Британцы переехали в США, где приступили к записи пластинки. В 1979-м они записали альбом, который сами дружно возненавидели. Музыканты попытались осовременить свое звучание, что стало для них фатальной ошибкой. Им хотелось достичь успеха, как это получилось у Genesis, Rush и Yes. Но, видимо, быть рок-звездами они просто не умели. Пластинка вышла в 80-м, и ее ждал полный провал.
Дерек и Рэй приняли решение, что тур в поддержку альбома будет последним в истории группы. Завершив турне, музыканты с легким сердцем распустили группу, чувствуя, что та магия прогрессивного рока, царившая в 70-х, безвозвратно улетучилась. С 90-х годов поднялась новая волна интереса к творчеству Gentle Giant. Появились новые фан-клубы, новые издания концертных записей и ранее не выпускавшегося материала. Несколько альбомов-трибьютов и провалившаяся попытка фанатов в 1997 году уговорить участников собраться и дать хотя бы один концерт. Дерек Шульман сделал успешную карьеру в музыкальном бизнесе, став вице-президентом Polygram, а затем и президентом ATCO, работая с Bon Jovi, AC/DC, Bad Company, Pantera и многими другими весьма достойными коллективами. Рэй Шульман стал музыкальным продюсером и автором саундтреков для телевидения и компьютерных игр. Но след группы не потерялся. Несмотря на то, что за 10 лет существования они так и не достигли высот Genesis, Yes и Emerson, Lake and Palmer, виртуозное мастерство и новаторские идеи братьев Шульман оказали сильное влияние на последующие поколения музыкантов. Сегодня пластинки гигантов первой половины 70-х пользуются особым спросом у коллекционеров. Найти первые прессы их ранних альбомов достаточно сложно. Но в 2010 году они были переизданы в первозданном виде и продаются за более чем доступную цену. Это и правильно, ведь искусство должно принадлежать народу.